Дорогие друзья, я хочу вам подарить еще один ритуал с фортуной на быстрые деньги. Называется денежный круг. Здесь доллары, поскольку доллары обладают очень большой энергией и силой. Но это мелкие деньги. Ну вот, $1, 1, 5, 2. Ну, здесь самая большая купюра это 10. Специально разменяла для этих ритуалов, потому что здесь нужны мелкие деньги. Объясню, почему мелкие деньги лучше работают в денежных ритуалах, чем большие. Как правило, очень часто показывают большие деньги, пятитысячные купюры и прочее. Это люди, которые очень мало мыслят вообще в магии денег, в ритуальной магии. И они стараются показать вам как бы больше и больше, чтобы стимулировать, что вот эти ритуалы приносят богатство. На самом деле это смешно. Во все времена в сильных ритуалах денежных всегда были задействованы мелкие купюры. Мелочь, размена. Если вы когда-нибудь читали, изучали, все время там говорится: разменяй то-то, не бери сдачу, купи так, чтобы мелочь оставить и так далее. Да? Постоянно мелочь, откупаемся мелочью, отдаем мелочь, делаем ритуалы на мелкие купюры. Почему? Потому что когда вы задействовали мелкие деньги, да, то есть вы стимулируете рост денег, чтобы с малого выросло большое. А когда оно уже большое, это практически останавливается на этом уровне. Может прибыть какая-то сумма, какой-то момент, там какой-то процветание что-то там даст некоторое время и приостановится, потому что дальше уже некуда. А когда вы с мелких купюр поднимаетесь до больших, это уже другой вопрос. И здесь должны быть маленькие, то есть мелочь и маленькие купюры. Разменяйте. Если вы не можете разменять доллары вот от таких мелочей, возьмите деньги, но точно так же мелкие, 50, 100, 1000 предел. Больше не нужно. Пятитысячные, там, не знаю, еще какие-то. Это не нужно абсолютно, потому что вы стимулируете рост денег. И маленькие должны быть всегда вот наверху лежать, вот эти мелочи. Когда хранять деньги, точно так же нужно делать. Сначала маленькие наверху, а внизу большие. И большие деньги, как бы обижаясь, злясь на то, что над ними властвует маленькие, пытаются увеличиться, чтобы их было больше, чтобы они могли победить эти мелочи, понимаете? Вот в чем смысл, в чем загадка денежных ритуалов от мелких до больших купюр. Что маленькие купюры властвуют над большими купюрами и стимулируют их рост, злят их для того, чтобы их стало больше, чтобы их смогли победить. И поэтому идет рост денежный. А когда уже большие монеты содействованы, то дальше уже некуда. Куда уже расти, если там 5000, но не расти же за... Нет таких купюр 100-тысячных, правильно, или есть, я даже не знаю, я не видела, собственно говоря. По крайней мере, я знаю, что чаще всего содействованы 5000-ные купюры. Есть, по-моему, 10-тысячные, но их редко вообще я видела и в банкоматах, и где-либо еще. 5000-ные купюры – это предел, это уже выше, поэтому оно будет на этом уровне держаться. А вот когда вы с малого, вот $2, 1 и прочее, то они будут расти наверх. И не имеет значения, к каким купюрам они будут расти. К долларам, или к евро, или к деньгам, или к чему-то еще. В любом случае вам дадут денежное довольствие. Когда вы ударяете копейками по купюрам, вы усиливаете, вы как бы активизируете энергию денег. Понимаете, почему вот это ударение, это битье, скажем так. Если помните, у меня есть еще один ритуал, где там восточный купец, когда ударяется. Вот почему на рынках, на базаре идет оживленный торг, почему там много людей, почему там все время продажи, все время поступает новая продукция, а в некоторых магазинах замертво все стоит, потому что на рынке есть энергия, энергообмен, там оживление идет, купли-продажи. Вот то же самое вы создаете в этих денежных ритуалах. Оживление, купли-продажи, удары, размены, отдавание, перемешивание и прочее. И вы
активизируйте денежную энергию. Кроме того, у всех вообще ведьм, основное количество ведьм, да, дома стол, за которым они работают, в основном работают, пишут, неважно, он должен быть круглый. Поэтому создатели салонов, когда вы заходите и видите квадратные столы, бегите оттуда. Эти люди в магии вообще не мыслят ни на секунду, ни на йоту. Почему? Потому что у всех, если помните, даже в старые времена известные салоны там магии, там были столы круглые, деньги, люди идут по кругу, нескончаемый поток, не заканчиваются деньги в жизни, оно идет по кругу вот так. А когда квадратные, то по квадрату люди идти не могут. Кроме того, квадрат показывает что-то старшинство и что-то малое положение. Почему? Потому что кто-то сидит во главе стола, а кто-то на краю стола. Именно поэтому король Артур как бы был первым королем, который приказал соорудить круглый стол переговоров, круглый стол рыцарей. То есть нет старшего, младшего, маленького, большого, все одинаковые. Почему говорят, за круглый стол переговоров сядем? То есть наравне, на равных правах сядем и поговорим. Так вот, в магии задействован круг, денежный круг, круглый стол, который говорит о том, что все идет по кругу. И деньги, и энергия, оно крутится вокруг человека и его жизни. И квадратные столы говорят о невежестве, говорят о том, что человек мало мыслит в магии. Скажем так, это имеется в виду вот именно салоны, именно там какие-то... В основном вообще, если человек думает, понимает, что он делает, он должен приобрести круглый стол. Итак, круглый стол. Деньги по кругу, вокруг фортуны, богини удачи. Если вам нужно быстрое пополнение, если у вас там не хватает определенной суммы для покупки чего-то, если у вас ароматные свечи будут, это будет идеально, красный и зеленый. Вот это яблочный запах, это вишневый, можно розовый, без разницы. Она просто очень любит ароматные свечи. Я это уже просто пробовала. Почему я вам говорю? Потому что, поскольку я вам даю эти ритуалы, значит, я уже проводила не раз. И я знаю, когда, в какие моменты быстрее срабатывает и что она любит больше всего. Я уже понимаю предпочтение этих сил, понимаете? Поэтому вникните и послушайте мой совет. То, что я вам сейчас начитаю и буду делать, я не буду объяснять все время. Я думаю, что мои слушатели постоянно уже прекрасно меня понимают с полуслова и знают, что я хочу им сказать. Вы просто следите за моими движениями, за тем, что я буду делать. И то же самое сделать. Если у вас нет таких купюр, ну положите там 4 штуки, но чтобы был круг, все стороны света. Итак, начнем. Обращаюсь я к великой судьбе. Госпожа Фортуна, богиня удачи, благослови сей круг. Деньги идут нескончаемым потоком, по кругу идут и идут. Благослови сей круг, Фортуна, прошу и заклинаю. По кругу иду, меньшими, больших бью. Пробуждаю денежную силу. Малый большего побил, малый большего побил, малый большего побил. Юг, запад, восток, север, с каждой стороны света потоки денег мне в карман. По кругу иду, меньшими больших бью, пробуждаю силу денежную. Малый большего побил, малый большего побил, малый большего побил. Круг мой, Фортуна, благослови, силой денег осеняю себя, дождь золотой призываю, круг свой освещаю. По кругу иду, меньшими больших бью, пробуждаю силу денежную. Малый большего побил, малый большего побил, малый большего побил. По приказу Фортуны сбудется сказанное, заклято. Еще раз повторю. Обращаюсь к великой судьбе. Госпожа Фортуна, богиня удачи, благослови сей круг.
Деньги идут нескончаемым потоком, по кругу идут и идут. Благослови сей круг, фортуна. Прошу и заклинаю. По кругу иду, меньшими больших бью, пробуждаю силу денежную. Малый большего побил, малый большего побил, малый большего побил. Юг, запад, восток, север, с каждой стороны света потоки денег мне в карман. По кругу иду, меньшими больших бью, пробуждаю силу денежную. Малый большего побил, малый большего побил, малый большего побил. Круг мой, фортуна благослови, силой денег осеняю себя, дождь золотой призываю, круг свой освещаю. По кругу иду, меньшими больших бью, пробуждаю силу денежную. Малый большего побил, малый большего побил, малый большего побил. По приказу фортуны сбудется сказанное, заклято. Вот, собственно говоря, еще один подарок от меня. Как я вам и обещала, в этом году их будет очень много. Но поскольку они необычные, уникальные, прошу записать. Я даже намеревалась сегодня провести еще больше, но не стану этого делать. Я загружу эти ритуалы. Знаете почему? Чтобы они затерялись в этих роликах, чтобы вы успели их записать. А вечером уже загружу другие работы. Сегодня ограничимся этими. Я думаю, что и сегодня немало подарков я вам подарила. Удачи вам!